Приветствую всех неравнодушных, с вами Алан. And for those who's watching with English subtitles, you're most welcome. Сегодня мы поговорим о клипах, то бишь о щелчках при использовании ПК. Постараюсь сделать видео максимально коротким, чтобы всем было удобнее. Итак, что же это за щелчки, спросите вы? Одна из самых раздражающих вещей в мире, отвечу я. Сразу разберемся, о каких именно щелчках идет речь и как проверить наличие проблемы у себя. Просто поставьте на паузу любые звуки, которые у вас могут сейчас играть, то бишь видео, игру, музыку и так далее. И щелкните один раз на ползунок изменения громкости. Владельцы Mac, думаю, по аналогии разберутся. И если при проигрывании специального звука в самом начале и в конце не было щелчков, вы счастливый человек, можете поставить лайк и закрыть это видео. Для всех остальных поясняю, щелчки происходят при подаче тока на усилитель и при его прекращении. Иными словами, когда начинается и заканчивается нагрузка на аудиосистему. В повседневной жизни это проявляется при перемотке или остановке видео, переключении треков и так далее. А уж если вы, например, монтируете озвучку, как я, тут вообще беда, клипы будут на каждой фразе, ибо между ними звук отсутствует. Более всего этому подвержены USB аудиокарты, но лично у меня клипы проявляются и при работе на встройке и на отдельной внутренней карте. Причин может быть огромное количество: незаземленный компьютер, некачественная проводка и компоненты усилителя, наводки от других компонентов, etc. Можно сколько угодно в это углубляться и так и не решить проблему. Некоторые люди даже специально разбирают свои USB-порты, чтобы специально их экранировать. Я же, как всегда, готов предложить легкое и элегантное решение. Итак, раз уж мы выяснили, что щелчки происходят только при перемене нагрузки, давайте всегда держать систему нагруженной. Как это сделать? Да просто скачайте специально созданный мною аудиофайл по ссылке в описании. Это песня моей любимой группы Poets of the Fall, но с таким минимальным сигналом, что звука при проигрывании вы не услышите. Этот трек необходимо пустить по кругу, ну уж простите за каламбур. Чтобы держать этот трек всегда на повторе в фоне и без потребления ресурсов ПК, на Windows я использую программу FooBar 2000, а на macOS Decibel. Оставлю ссылки на них в описании. Линуксоиды, думаю, сами разберутся, чем пользоваться. Если вы уже используете указанные приложения, например, для повседневного прослушивания музыки, тогда используйте любое другое, например, AIMP. Но нагрузка на систему может быть чуточку выше, некоторым это важно. Вот как настроить FooBar. После его установки необходимо его запустить, добавить файл и включить непрерывное воспроизведение одного файла показанным образом. Также установите минимальную громкость. И в настройках желательно установить задержку, дабы при окончании воспроизведения не происходило щелчков. В моем случае хватило 400 миллисекунд. Также отметьте указанные галочки, чтобы воспроизведение запускалось автоматически при старте программы, и при нажатии крестика она сворачивалась в трей. Остается только добавить программу в автозагрузку. Для этого нажмите сочетание клавиш Windows плюс R и введите команду shell startup. Она есть в описании. Затем перетащите иконку плеера с рабочего стола в открывшуюся папку. Далее просто закрывайте программу, она будет висеть в трее и не мешать. Что касается Decibel, то снимите галочки в настройках, как показано на экране. Затем запустите мой файл, выставьте верхний ползунок громкости на значение 0,001 от 1 и минус 60 дБ, и выберите повторение трека в меню сверху, и просто сверните программу. Важно, что закрывать программу нельзя, только сворачивать в док, но кому она мешает, тем более, что при включении ПК она запускается уже свернутой. Чтобы добавить ее в автозапуск, необходимо сделать Decibel программы по умолчанию. Для этого щелкните по файлу правой кнопкой мыши, выберите «Открыть с помощью», отметьте галочкой «Использовать всегда» и выберите Decibel из списка. Далее зайдите в настройки самого Mac, пользователя, автозагрузка и добавьте именно мой аудиофайл, не просто программу Decibel. В итоге при запуске ПК нужный файл всегда будет крутиться в фоне автоматически. И все, более никаких щелчков, и почти никаких усилий для их устранения это не стоило. Что ж, друзья, надеюсь, вы поддержите данный ролик лайком и подпиской, а с вами был Алан, увидимся.